Зеленский в интервью Washington Post сказал, что в Украине не будут проводиться парламентских выборов этой осенью, если на тот момент останется в силе военное положение. Однако высказались западные партнеры по поводу проведения выборов. В частности, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс в интервью высказал мнение, что Украина должна провести парламентские и президентские выборы даже при условии военного положения. Да, давайте посмотрим. Вибори. Бо це ваше зобов'язання за статутом Ради Європи. І, звичайно, ви це зробите. Звичайно, проблеми є. У вас воєнний стан, і Конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов. Тож це вам треба розв'язати цей виклик. Це не наше питання вказувати, як це зробити, але, звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Почему западные партнеры, можно так, не настаивают пока, высказывают мнение, да, за то, чтобы провести все-таки выборы на Украине? Давайте сначала с точки зрения какого-то более-менее объективного здравого смысла. Когда идут военные действия, когда часть людей живет на той территории, которая тебе не подконтрольна, большая часть людей, когда взрывы и так далее, когда бомбоубежища должны работать, когда каким образом физически организовывать работу избирательных участков, избирательных комиссий, обеспечивать безопасность избирателей. Как это сделать физически? Ну, на мой взгляд, вот с этой даже точки зрения говорить сегодня о выборах, ну, несколько странно. Поймите меня правильно, я точно не фанат Зеленского и не желаю ему долгого нахождения. Но между тем, если военное положение, если города подпадают под обстрел, какая будет явка избирателей? Иногда эти чудики из Еврокомиссии, Евросоюзов несут такую херь, такую ерунду, что уши заворачиваются. Вот он говорит, сам себе противоречит, он же говорит, я понимаю, что у вас военное положение, и Конституция ваша запрещает. Но вы как-то все равно должны провести. Подождите. Наша Конституция, между прочим, когда в 96-м принималась, вы ей аплодировали тут все. Рассказывали, что она одна из самых лучших. Раз так, то вы с ней согласны, с ее мыслями и нормами. Раз так, то о чем тогда разговор? Тогда и вы должны поддерживать то решение, которое должно приниматься в свете Конституции. Это с точки зрения более-менее какой-то оценки происходящего. Вот сам бы он пошел на выборы с бюллетенем, ну где-то бы гахнул, он бы побежал с этим бюллетенем в другое место и применил бы его иначе. Ой, если бы Украина меньше слушала весь этот западный истеблишмент, то здоровее бы было и целее. Так, с этим понятно. Теперь дальше. С точки зрения субъективной. Ну, Зеленский разгромил все оппозиционные партии. Все. Основной его соперник сегодня, с которым, хочешь не хочешь, люди пытаются сравнивать, это Порошенко. А сегодня такая ситуация, что люди и за Порошенко проголосуют, забыли уже, сколько беды он натворил для Украины, но проголосуют хотя бы потому, что, допустим, при нем войны не было. Или там, еще что-нибудь. И этот, в принципе, он же надоедает потихонечку. Шоу must go on вечно не может продолжаться. Особенно в этом составе театра. Поэтому в этом смысле президент, наверное, ощущает опасность, исходящую от того же Порошенко. Тимошенко притаилась, молчит в основном. Хотя их клевреты достаточно много поливают необходимой информацией Зеленского и его команды. В общем, и с точки зрения объективной, и с точки зрения субъективной, странно сегодня организовывать выборы ему. К этому хочу добавить, что по поведению некоторых ребят в его окружении можно сказать, что, не говоря уже о военных, там понятно, там молчат, но уже по взглядам видно, что они думают. Но даже те, кто был, допустим, в его команде, там Арестовичи всякие, бывший глава Нацбанка и многие другие, они уже потихонечку начинают выдавать на гора такие, знаете, такие капитаны очевидности. Ой, а вот же там то-то, то-то. Ой, а как там Арестович недавно сказал, США плевать на нас и на наши интересы. А год он подряд не знал об этом. Год он думал наоборот. Это говорит о том, что там тоже все не монолитно. Думаю, что сегодня продолжение, как это ни прискорбно и грустно звучит, но между тем продолжение боевых действий, продолжение всего того, что происходит, на пользу действующей власти. Потому что риск остаться не у власти, а потом и потерять все и непросто, очень велик. И тут им врагов не надо. У них их друзья, типа Порошенко, они рядом только и облизываются, ходят. Только ждут своего момента.
Полагаю, что не будет выборов в том случае, если кто-то считает, что они должны быть в этом году. Я не представляю, как можно их организовать, обеспечить. Думаю, это нереально. И потом, огромное количество пассионарных людей сегодня находятся в армии. В армии вы сами показываете те или иные сюжеты, мнения о главнокомандующем меняются, о верховном смысле. О тех, кто обитает в Киеве, на Печерских холмах, о министре, меняются и разносятся, поширяются. И эти же люди будут голосовать, а они только придут с фронта, с оружием. Ну или без оружия, но зная, где его взять и умея с ним обращаться. И как они будут голосовать в мирной обстановке, никто не знает. Помыкать ими в мирной, когда они не в окопе, очень сложно, или не в казарме. Полагаю, что в целом вся эта история кровавая создает много цухцвангов для игроков и игрушек. И игроки и игрушки сталкиваются с ситуациями и будут все чаще сталкиваться, когда что бы они ни сделали, это приносит все вред, вред, вред.